Сегодня поговорим о настройке ГБО 4-го поколения. Для настройки нам понадобится шнур. Как его сделать, я снимал видео, так что смотрите у меня на канале. И второе, что понадобится, это программа для настройки. Ссылка на которую будет в описании под видео. Итак, находится у нас эта программа. Здесь у нас инструкции на сайте Digitronic, и значит снизу, собственно, программы для разных блоков. Вот, так что ссылку я оставлю, если вам будет нужно, скачайте. Итак, приступим. Итак, подключили шнур и включаем зажигание. Включили зажигание и открываем программу нашу. Программу можно скачать абсолютно бесплатно с официального сайта. Я дам ссылку на программы под видео будет. Итак, включили программу, и нам наш блок предлагает обновиться. Так, ну я, наверное, покажу вам, как это делается. Вот, но я пока сейчас выключу. Значит, у меня уже стоят настройки, я их сейчас сохраню. Вот нажимаю кнопку сохранить, выбираю место, имя, допустим, сегодня 5-е, 8-е, 17-е, и сохраняем на рабочий стол. Потом я их верну. Так, я сохранил свои настройки. Ну и давайте, вот вкладка есть обновление контроллера. Заходим и видим. Значит, у нас стоит версия 1.08 от 24 числа. Вот она. А есть еще у нас и программное обеспечение 9.1. У нас есть еще, значит, более поздняя версия с программным обеспечением 10.0. Ну давайте нажмем обновление, сохранить действующие настройки контроллера. Ну я их уже сохранил. Давайте все нажмем, да. И дождемся завершения обновления наших газовых мозгов. Это времени много не займет. Но я думаю, будет некоторым полезно. В принципе, ничего абсолютно сложного нету в этом. Так, обновление выполнено. Все нормально. Все хорошо. У нас обновилось, но при этом у нас, вот, допустим, на вкладку карту, если мы зайдем, у нас стерлись при обновлении кривые. Но они накатаются очень быстро, буквально за 1-2 поездки небольших. Так, обновление показал, но я верну свою прежнюю. Это я делал для примера. Я откатываюсь к предыдущей версии, потому что она мне больше нравится. Также вы можете поэкспериментировать с различными программными обеспечениями. То есть новое, более позднее, там различные имеются. Где их взять, если кто-то и заинтересуется, то когда вы скачиваете программу, то в ней уже самые оптимальные 2-3 прошивки имеются в самой программе. То есть прошивка идет через программу Digitronic. Итак, обновление, вернее откат к старой прошивке выполнен. Опять предлагает на новую, но я отказываюсь, потому что мне это не интересно. Итак, давайте. Значит, первая вкладка параметры, и в ней 3 подпапки есть. Значит, первая параметры автомобиля,
Устанавливаем количество цилиндров на катушку. Ну тут в принципе понятно все, количество цилиндров, которые есть в автомобиле. Устанавливаем количество цилиндров на катушку. У меня катушка 2111 в Ниве стоит, и она двухвыводная, поэтому я ставлю 2 цилиндра, сигнал оборотов, тип двигателя. На этом заострять внимание не буду. Дальше у нас вторая подпапка установки газ-контроллера. Вот здесь как раз самые основные настройки. Значит, первая — температура включения, то есть когда вы заводитесь, машина заводится на газу, и при достижении какой-то температуры она переключается на газ. Температура, я имею в виду охлаждающей жидкости. У меня стоит 38, сейчас лето, нормально. Зимой я ставлю где-то там 45 градусов. Обороты двигателя. Ну, у меня рабочий на холостом ходу где-то там 880. Вот. Ну, я ставлю здесь 600, в принципе, это не имеет значения. Некоторые ставят, допустим, там 1000, да? И все, машина завелась, на холостых она будет работать, то есть на газу, и как только вы нажмете педаль газа, ехать куда-то, да, она переключится на газ. Ну, мне это не интересно, поэтому я ставлю заниженный показатель, и у меня машина переключается только основываясь на охлаждающей жидкости температуры. Так, эти два пункта время включения и отключения цилиндров я никогда не меняю, они заводские всегда стоят. Теплый старт тоже не включаю никогда. Переключение на бензин, то есть минимальная температура газа. У вас газ начинает остывать, допустим, ну, я поставил 8. Вот, это зимой бывает проблемы, если стоит там 15-20. Зимой может газ не прогреваться до нужной температуры и будет переключаться на бензин. Минимальные обороты, максимальные обороты. У меня низкооборотистый двигатель, поэтому я редко кручу его там выше даже там 3000. Ну, бывает, да, там, ну, 3500 там, ну, максимум. Вот. Если уж какая-то прям грязюка где-то засел, да, можно там влупить по полной. Ну вот я поставил 4300. После 4300 переключится на бензин. Так, здесь у нас, значит, параметры калибровки. Они устанавливаются в момент автокалибровки. Температура газа — это температура газа, при которой калибровался, значит, двигатель. Давление, при котором происходила калибровка, средняя 1,14 барреля. Вот. Ну и минимальное — это давление, ниже которого у вас переключится на бензин автомобиль, это уже значит газа нет. Здесь тип топлива ЛПГ и СНГ. Это ЛПГ — это пропан, СНГ — это метан. Указатель уровня газа — это при условии, если в баллоне стоит датчик уровня газа. У меня его нет, поэтому я не трогаю. Тип газовых форсунок. Ставите сюда те форсунки, которые стоят у вас. У меня стоят Вольтеки, Digitronic. Установка газовых форсунок. Ее, в принципе, практически никогда не применяют. Это очень такая сложная система. Если хотите, в инструкции почитайте. Инструкцию я тоже по программе, по работе с ней оставлю под видео. Вот. И датчики. Датчики температуры. Соответственно, выбираете тот, который стоит у вас, или подбираете по температуре. Датчик температуры газа, соответственно, также. Я купил датчик, менял на редукторе. Датчик температуры редуктора. И какой он, маркировки на нем не было. То есть я утром в машину подошел к машине, температура воздуха была где-то 10 градусов. Машина всю ночь простояла, то есть редуктор, соответственно, где-то принял температуру окружающего воздуха. Тоже где-то был 10 градусов. Я вкрутил датчик, в программе посмотрел из этого списка тот датчик, который мне показал примерно такую же температуру, там 8-11 градусов. Их было несколько, я их записал на бумажку, потом, значит, прогрел
двигатель до рабочей температуры 90 градусов. И из этого списка, который я себе выписал, из этих там нескольких датчиков, выбрал тот, который будет показывать также 90 градусов, как и на приборной панели. Вот. Ну и этот датчик я и оставил. То есть вот так вот подобрал датчик, если вы не знаете, какая на нем маркировка. И третья подпапка — это дополнительные настройки, аварийные запуски на газе. В инструкции написано, как это делать. То есть можно завестись непосредственно на газу, если у вас там слили бензин. Кстати, сливают бензин, смотрите видео. У меня есть как поставить сигнализацию Геркон, вернее датчик герконовый на лючок бензобака. Вот. И можно завестись прям непосредственно на газу. Но это вредно, сразу скажу, для форсунок. Они у вас быстрее будут изнашиваться. Так, второй, значит, у нас вкладка — это автонастройки, калибровка. И о ней вернусь к ней позже. Ошибки. Здесь у нас сохраняются ошибки текущие, предупреждения, сохраненные ошибки. И здесь есть еще повторяющиеся ошибки, непрерывный сигнал зуммера, стоит галочкой. Вот если у вас газ кончился, с этой галочкой пищать будет непрерывно, пока вы не выключите, кнопку не нажмете. Вот, без этой галочки он несколько раз пикнет и заткнется. Ну, мне больше нравится, я езжу с музыкой, иногда там, допустим, могу проморгать, и она у меня будет пищать с этой галочкой, пока я сам ее не выключу. Я уже точно буду знать, что у меня кончился газ, например. Так, следующая карта. Здесь у нас кривые, зеленые, синие. Зеленый газ, синий бензин и, значит, коэффициент, вот эта оранжевая линия. Но так как мы вначале обновляли контроллер, потом я откатывался, кривые стерлись, поэтому их сейчас не видно. Вот, здесь также есть подпапки, это часть карты, есть отклонение. Вот, и температура газа. Отклонение сейчас не активно, потому что нету кривых. Значит, температура, дополнительная температурная коррекция, вот эта вкладка. Бывают такие проблемы, особенно, допустим, летом, в жару. Машина перегревается, двигатель, соответственно, охлаждающая жидкость, температура повышается значительно, и температура редуктора, соответственно, повышается. И газ, он сильнее нагревается, он становится... Смесь становится беднее, то есть газ расширяется, и его за то же время через, значит, отверстия в форсунках проходит меньше, потому что его плотность становится меньше, он более газообразный становится. И бывает в пробках, вот в сильную жару у нас в Волгограде, например, жара за 40, это совершенно нормальное такое явление, поэтому в такие моменты смесь становится намного беднее, и машину может даже подтрясывать, потому что когда трогаешься, не хватает машине топлива. Очень бедная смесь. И здесь можно сделать коррекцию, допустим, после там, 65 градусов, допустим, 70, можно ее поднять, температурную коррекцию, чтобы забогатить смесь. Допустим, на высоких температурах смесь будет богаче. Но как это делать, я в принципе, наверное, давайте я вам покажу. Вот как определить вообще богатая смесь или бедная. Ну, покажу, давайте зайдем мы в вкладку карта, и сначала расскажу вот об этих, значит, в правой части параметры: газ, давление, МАП — это разряжение, стоит датчик разряжения для ГБО, потом, значит, температура газа, температура редуктора,
напряжение лямбда 1,2, они у меня не подключены, напряжение батареи, обороты двигателя и активные форсунки. Форсунки, кстати, можно вот выключать, можно по одной, там, допустим, включать. Это для проверки работоспособности форсунок газовых сделано. Итак, давайте вот, к примеру, заведем автомобиль. Вот у нас машина переключилась на газ сейчас. И вот смотрите, у нас на вкладке время впрыска показывается время впрыска в синем бензина, да? Вот смотрите, ну прыгает где-то 5,2, 5,3, вот так в среднем показатель. Вот сейчас я перехожу на бензин. Смотрите, произошло, что у нас сейчас на бензине показывает 5,7, 5,8. Переходим опять на газ. Показывает где-то 5, 5,2. Ну, тут сейчас параметры будут меняться за счет того, что машина нагревается до рабочей температуры. Соответственно, время впрыска будет меняться. Но явно видно, сейчас я заглушусь, что на газу время впрыска становится меньше. Это говорит о том, что смесь богатая. Вот. Если бы на газу время впрыска было больше, не так, как сейчас меньше, а было бы больше, чем время впрыска на бензине, это говорило бы о том, что смесь бедная. В идеале при переключении бензин-газ это время не должно меняться. Но это в идеале. Я сторонник того, чтобы на газу смесь была немного богаче. Также для более точного определения бедной и богатой смеси можно воспользоваться, значит, программой OpenDiag, о которой либо я уже выложил видео, либо оно будет на днях. Это программа для подключения КБУ непосредственно автомобиля. И здесь можно также проверить бедная и богатая смесь на газу. Вот мы ищем длительность импульса впрыска. Заводим автомобиль. Опять же, все вот эти вот манипуляции нужно производить на нормально прогретом двигателе. Так, у меня включился газ, и видно, что показания газа, ну, 4,5, 4,7, вот так вот прыгают миллисекунд. Это работает на газу. Сейчас я включаю бензин. Видите, да? Где-то 5,1, 5,2. То есть выше. То есть, опять же, здесь также это видно, что на газу смесь богаче. Так, ну, в принципе, я уже рассказал о этой программе все, что планировал. Вот. Единственное, я все-таки калибровку сделаю отдельным видео. Вот, в ближайшие несколько недель я его залью на YouTube. Вот, я проведу калибровку, расскажу про нее. И после чего, после этой калибровки, будем настраивать карты. Покатаемся на бензине, соберем бензиновую кривую, после чего соберем газовую и соединим их вместе для более точной настройки нашего газобаллонного оборудования. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, смотрите предыдущие видео и подписывайтесь на канал. До встречи!